История и традиции армянского народа с древних времен до современности. В большой семье кавказских народов армяне всегда выделялись. У них уникальное прошлое, более того, они смогли внести собственную лепту в историю других этносов. Многие обычаи и их культурное наследие вошли в сокровищницу мировой культуры. А уж что касается кухни, то здесь можно считать, что они оказали влияние на гастрономические предпочтения целого региона. Происхождение народа и языка. Предками современных армян некоторые историки считают фригийцев. Во всяком случае, именно этот народ в середине первого тысячелетия до нашей эры начал миграцию, села территории Балканского полуострова поближе к территориям Малой Азии. Этот загадочный, древний этнос и армяне имеют нечто общее, а точнее, язык. Истоки армянского языка. Как утверждают исследователи, фригийцы были носителями протоармянского языка. Они переселились еще в XIII веке до новой эры на Армянское Нагорье и облюбовали для себя северную область нынешней Армении, которая как в древности, так и сегодня известна своими плодородными землями. Таким образом, можно считать армянский язык одним из самых древних в мире. Удивительным образом фригийцы смогли сохранить базовые элементы своего языка, несмотря на то, что со временем они полностью ассимилировались с населением, уже обитавшим тут. На Армянском Нагорье проживали, кроме них, еще лувийцы, родственный хетам народ, хуриты, а также урарты, которые считаются создателями одного из самых мощных в древности государств – Урарту. Все эти этносы смогли мирно сосуществовать и со временем сформировали армянский народ. Поэтому, говоря сегодня про армян, исследователи рассматривают их как представителей огромного этнического и культурного пласта, ведь они – носители не только древнего языка, но и генетические наследники целой эпохи в истории Малой Азии. Существуют и иные версии. Так, некоторые ученые усматривают связи с другими этносом, индоиранским и греческим. Если верить этим историкам, то армянский народ сформировался еще в 22 веке до нашей эры и, таким образом, являлся носителем праиндоевропейского языка, распространив его с Армянского Нагорья по территории всей современной Европы и Ближней Азии. Насколько это утверждение соответствует действительности, никто не может говорить уверенно. Однако известно, что они как оформившаяся национальная общность ведут свою историю свыше 2500 лет. В 7 столетий до нашей эры они занимали огромные территории не только Закавказья, но Малой Азии и Среднего Востока. История армян подтверждается как древнегреческими источниками, а точнее, трудами Ксенофонта и Геродота, так и вавилонскими. Древняя история потомков фригийцев. В VI веке до нашей эры распалось государство Урарту, после чего территории Армянского Нагорья попали под власть персидской династии Ахеменидов. В V веке до возникновения христианства армяне принимали участие в походе Ксеркса. А век спустя признали власть Александра Македонского, хотя этот завоеватель и не смог их покорить. При этом они уже тогда задумывались об обретении независимости, то есть, о создании собственного государства. К III веку до нашей эры этнический армянский центр сместился к Араратской долине, в результате чего в середине II века до нашей эры было создано государство Великая Армения, которое создал Арташес I. В последующие столетия они несколько раз теряли независимость и снова ее обретали. Государственность их была в тот период еще достаточно слаба, поэтому приходилось выживать в среде гораздо более сильных и воинственных соседей. Так, в середине III века новой эры территории армян попали под власть Персии, столетия спустя их поделили Иран и Рим. В V столетии они попробовали вернуть независимость в противостоянии персам, но потерпели поражение. Однако в результате серьезных политических процессов внутри самого региона Персия была вынуждена признать, что статус их территории является зависимым лишь наполовину. После этого наступила эпоха византийского господства. Кстати, именно в этот период была отмечена первая депортация армян. Более 10 тысяч человек были отправлены на Кипр. Византийские правители, как ранее и персидские, неоднократно отмечали, что характер этого народа достаточно непокорный, поэтому они склонны к постоянным бунтам. В VII веке Армения была захвачена арабами, после чего многие армяне начали перебираться в Византию, которую они все же считали более приемлемой в качестве государственной власти. Во второй половине IX века произошло знаменитое сражение Сорока, где они, объединившись, сумели победить многотысячные арабские войска и стали, по факту, независимыми. Средние века и новая история. В XIV столетии Армения начала испытывать серьезные проблемы политического характера, поскольку на мировую сцену вышли новые завоеватели. На этот раз в их числе оказался Тамерлан, а затем свои претензии на их территории заявила Османская империя. Здесь им пришлось столкнуться с воздействием не только на их государственность, но и на культуру и, что гораздо важнее, на религию.
К 18 столетию их национальная государственность сохранилась лишь в районе Нагорного Карабаха. Тем не менее, они никогда не собирались отказываться от независимости, и периодически возникали мятежи и национально-освободительные движения, которые всегда жестоко подавлялись. Наконец, когда на политическую арену вышла Россия, армяне постарались извлечь из этого обстоятельства максимум пользы. В начале 19 столетия под власть русского императора перешли восточные территории Армении. Это послужило причиной их массового переселения сюда из других регионов, прежде всего, с запада страны и из Ирана. К сожалению, Россия допустила определенные ошибки в политике в отношении армян, что и привело к новому освободительному движению. Они испытывали давление как со стороны царской власти, так и со стороны Турции. Ситуация осложнилась еще больше, когда во время Первой мировой войны Османская империя осуществила геноцид армян, который и сегодня остается одной из главных точек преткновения Армении и Турции. Турки в 1915 году начали физическое уничтожение армянского народа, проживающего на их территории. В результате были замучены и убиты миллионы людей. Историки до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, сколько армян было уничтожено в процессе геноцида. Называются разные цифры, начиная от 500 тысяч до 2 миллиона человек. Перемены для населения армян принесла Октябрьская революция в России. Уже в 1918 году была провозглашена независимая Армения, а в 1920 году на территории была установлена власть большевиков. Однако и здесь не обошлось без проблем, последствия которых мы до сих пор наблюдаем. Так, большевики, очерчивая границы Армянской республики, отнесли область Нагорного Карабаха к Азербайджану, а ведь на этой небольшой территории почти 95% населения являются этническими армянами. Поэтому неудивительно, почему армяне и азербайджанцы в дальнейшем не раз поднимали вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, что и привело в 1991 году к Карабахскому вооруженному конфликту, переросшему в Карабахскую войну, затянувшуюся на 4 года. Окончательно независимость Армения получила в 1991 году, когда распался Советский Союз. С тех пор эта страна является полноправным членом сообщества кавказских государств и, тем не менее, сохраняет с Россией дружеские отношения, чего нельзя сказать о некоторых других бывших союзных республиках. Что касается армянской валюты, то это драм. Сегодня курс драма по отношению к доллару составляет в среднем 500 к 1. Религия и вера армянского народа. Удивительно, однако на протяжении долгого периода персидского и османского владычества свою веру армяне в большинстве своем не поменяли. На сегодняшний день большая часть в народе является христианами. Некогда на территориях, занятых ими сегодня, исповедовались языческие культы, в том числе зороастризм. Однако в первом веке новой эры сюда пришли апостолы Христа Варфоломей и Фадей, которые начали проповедовать о новой религии. Во всяком случае, именно так гласят предания. Согласно им, эти два апостола и основали армянскую апостольскую церковь. Таким образом, христианство в Армении возникло практически сразу после того, как эта вера начала распространяться по всему региону. В 301 году именно христианство здесь было признано официальной религией, а значит, именно Армения стала первым в мире христианским государством. Во многом укреплению религиозных настроений способствовали и отношения с Византией. В период, когда Армения являлась вассалом Великой Византии, христианство стало важным звеном, связывающим эти два таких разных региона. В дальнейшем религия армян подверглась серьезным нападкам со стороны арабов и турок. Так, не в силах справиться с моральным противостоянием потомков фригийцев, турки обязали их носить специальные головные уборы, чтобы каждому сразу было видно, что перед ним не мусульманин. Тем не менее, они оказались тверды в своих мировоззрениях и не меняли веру на протяжении веков. Сегодня армянская церковь относится к ориентальным православным церквям наравне с сирийской и коптской. В то же время армяне являются народом веротерпимым. На территории Армении проживают люди, исповедующие иудаизм, ислам, езидизм. Эта страна, как и многие другие, поддерживает свободу вероисповедания. Культура, быт, традиции и обычаи. Многие современные традиции армян берут свое начало в древности. Они смогли сохранить свою культуру и обычаи, которые в некоторых своих проявлениях отличаются от обычаев других кавказских народов, однако не входят в диссонанс с ними. Например, армянская свадьба кое в чем напоминает свадебные ритуалы грузин и даже дагестанцев. Во всяком случае, свадьбы в Армении проходят также шумно и красочно, с множеством танцев, песен, соблюдением правил сватовства и обязательного пиршества. К свадебным обычаям армян относится тайна сватовства, и это отличает подготовку армянской свадьбы от других. Здесь сваты жениха стараются прийти в дом невесты чуть ли не ночью, чтобы никто не знал об этом и не начались пересуды в случае отказа.
Знатоки отмечают особую изысканность национальных армянских костюмов. Армяне, как и другие кавказцы, носят бурки, однако вместо бешметов у них в ходу удлиненные кафтаны, архалухи. Женская одежда необычайно изящна и отличается множеством этнических украшений. В качестве женского головного убора выступает шапочка-башенка, которая затем завязывалась платком. В результате рот и подбородок армянки полуприкрыт, такой убор немного напоминает традиционный мусульманский хиджаб. Говоря о праздниках армян, где традиционно присутствуют и национальные костюмы, нельзя не упомянуть о музыкальном наследии этого народа. Музыка у них очень напевна, поскольку впитала в себя не только ближневосточные мотивы, но и взяла кое-что от средиземноморской музыкальной культуры. Ярким образцом музыкальных инструментов можно считать армянский дудук, который многие называют уникальным образцом древности, а те, кто его слышит, утверждают, что это райская музыка. Под такие сказочные мотивы невозможно двигаться нескладно. Поэтому армянские танцы всегда отличаются крайней гармоничностью и внутренним эстетизмом. Не остается без внимания армянская кухня, которая, как доказали историки, относится к древнейшим в мире. В гастрономическом наборе кулинаров всегда много зелени, мяса, молочных продуктов. Широко известны сладости, созданные зачастую всего лишь из сахара и муки, но обладающие непередаваемым вкусом. Не менее уникальны и другие армянские блюда, среди которых на первом месте стоит долма и шашлык. Не случайно их рестораны славятся на весь мир своими изысканными кушаньями. Какие они, современные армяне? Армяне – это неотъемлемая часть современного общества. Их одинаково можно отнести и к европейскому, и к восточному этносам. На сегодняшний день их численность не может быть точно подсчитана, однако, по данным статистики, в мире до 10–12 миллионов представителей этого народа. Они проживают во многих странах, начиная от России и заканчивая Бразилией и Австралией. И везде они вносят нотку армянского колорита, что, несомненно, достойно уважения. Даже анекдоты про армян говорят о том, каким необычным менталитетом обладают эти люди. В многочисленных литературных источниках они предстают доброжелательным, храбрым и веселым народом, который может и пошутить, и потанцевать, и встать на защиту своей независимости, если понадобится. А старые добрососедские отношения с русскими во многом стали залогом того, что их вклад в российскую и мировую историю и культуру не остался незамеченным. Так, среди тех, кто воевал с фашистскими агрессорами в Великой Отечественной войне, было немало армян-героев. Это и старший лейтенант Сергей Бурназян, подполковник Гарник Вартумян, маршал Советского Союза Иван Баграмян. Это всего 3 фамилии из тех представителей армянского народа, которые стали героями Советского Союза. А таких людей были десятки, и еще тысячи простых армян наравне с русскими, белорусами, грузинами сражались за общую родину. Не меньше насчитывается и тех, которые вошли в число символов мировой культуры и спорта. Среди самых знаменитых армян можно назвать Арама Хачатуряна, кинорежиссера Сергея Параджанова, актеров Дмитрия Харатьяна и Армена Джигарханяна, писателя Уильяма Сарояна, футболиста Генриха Мхитирина, шахматиста Гарри Каспарова, певца Булата Акуджавы, фамилии обоих последних по материнской линии. Эти и многие другие люди внесли свой вклад в развитие современной цивилизации. Они действительно дали многое не только тем народам, рядом с которыми они исторически были вынуждены проживать, но и всему мировому сообществу. Сегодня особым образом дополняют общность кавказских этносов, сохраняя свою самобытность и при этом оставаясь народом, генетически цельным. А армянские диаспоры, существующие во всем мире, только подтверждают это. Напишите в комментариях, какие интересные факты знаете вы про Армению и армян. Не забывайте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Приятного просмотра!